Добрый день, дорогие львы! Добро пожаловать на мой канал. И в этом видео я расскажу ваш гороскоп на этот апрель 2024 года. Да, дорогие друзья, мы открываем этот месяц коридора затмения, который закончится, слава богу, солнечным затмением 8 апреля. И это, пожалуй, один из сложных периодов, который будет для вас, львы, где необходимо принимать решения, потому что на момент коридора затмения, в принципе, Солнце будет в соединении с северным кармическим узлом. И здесь, конечно же, ваши ориентиры по жизни, куда вы идете, для чего вы идете, кем вы хотите стать. Это 100% так, но самая большая, одна из мощных таких тем, которая всю жизнь созвучна с вами, это, конечно же, тема любви, отношений. Почему вы выбираете того или иного партнера, или же почему наоборот вы этот выбор не делаете, почему вы не можете определиться, на основании чего делать выбор. Да? Скажу так, что если у вас вопрос, на основании чего делать определенный выбор, то здесь, конечно же, в этом апреле выбираете по справедливости, потому что ось кармических узлов находится как раз-таки на весах Овни, и здесь если поступиться справедливостью и выбрать свое эго, свою гордыню, то здесь, конечно же, будет сложно. Выбирая по справедливости, вы работаете в долгую и даете себе такой кармический квантовый скачок, такой плюсик в карму. Да? Выбирайте по справедливости, понимайте, что да, вот хочется поступить так, а на самом-то деле вот честно будет вот так. Выбирая по чести, вы много себе компенсируете, много убираете негативных моментов. И да, 8 апреля у нас новый лунный цикл начинается с солнечного затмения, значит, автоматически заканчивается коридор затмений, и мы вступаем в другую, достаточно очень интересную для вас фазу. И это момент как раз-таки коммуникации и общения в работе, в личной жизни. Да? И если вот до 15 апреля этот момент будет еще идти в работе, в справедливости, да, то есть как вы идете вперед, какими методами вы идете вперед, как вы продвигаетесь в работе. Почему говорю? Потому что первые 2 недели апреля, они очень, я бы так сказала, отлично подходят для работы. То есть первая неделя апреля наводить порядок, да, то есть разбираться и со всем изжившим, что уже надоело, что отнимает силы, времени, энергии. Да. Вторая неделя потрясающая после новолуния, и как раз-таки здесь и Марс будет в соединении с Сатурном, что даст продуктивности, планомерности в действии, да, то есть сможется уже и захочется принимать четкие решения, задачи решать в долгую, то есть выстроить себе план по жизни, да. И здесь не тратьте это время, потому что оставшиеся 2 недели апреля, то есть вторая половина, она будет достаточно, и я бы так сказала, сложная для вас, да, потому что здесь все-таки перекроет рабочую сферу, как раз-таки отношения. Венера будет до конца месяца в соединении с северным кармическим узлом, и здесь остро станет вопрос любви, отношений и всего того, что я говорила в самом начале видео. Поэтому здесь, конечно же, разграничьте месяц для того, чтобы не потерять и не упустить важное и нужное. И, конечно же, поймите, что для вас этот месяц важен. Да, меня все сейчас говорят, спрашивают, что, Женя, что делать в апреле? У нас ретроградный Меркурий, получается, в работе ничего нового не начинать. Ребят, да, с 3 по 24 апреля у нас условно ретроградный Меркурий. Плюс еще с каждого конца периода накидываем по 3 денечка. Получается, у нас весь месяц в ретроградном Меркурии. И я, знаете, думаю, что весь месяц, апрель, вы будете разбираться со всеми теми делами, которые вы начинали когда-то ранее. Ну, даже если вы их начали в этом году, но вы же их начали ранее, даже если вы их в марте начали, да, и накладываться будут те задачи определенные, которые уже были ранее, то есть вы их просто будете продолжать. А в ретроградном Меркурии прекрасное время для того, чтобы продолжать. В чем сложности этого ретроградного Меркурия? Меркурий будет в Овне,
И это, я бы так сказала, такой скандальный Меркурий, когда хочется поругаться, когда хочется доказать свою правоту, когда захочется сказать, что все неправы, а я молодец. Что с этого делаем? Прекрасное время для конкурентной борьбы в работе, в бизнесе. Огненный Меркурий всегда отлично коммуницирует, достигает целей в бизнесе, но при этом абсолютно непригоден для выяснения отношений в личной жизни, поэтому здесь не наломайте дров. Да, это такой, я бы сказала, страстный Меркурий, который борется за живое, за свое, но в личной жизни, как правило, можно натворить очень много дел. Плюс это у нас ретроградный Меркурий, понимаете, что история здесь с тем, что нужно больше проверять документы, договора, встречи, которые вы назначили. Да, лучше лишний раз перезвонить, уточнить. Лучше, конечно же, перепроверить документы, если вы отправляетесь в путешествие, да, потому что прекрасное для этого время, в принципе, это конец апреля, то здесь, конечно же, понимаете, все документы четко проверьте, чтобы вы никакую бумажку не забыли. В бумажках, в документах проверьте все написанное правильно, корректно, для того, чтобы не случилось каких-то нелепых казусов, которые испортят настроение. Что касается покупок в ретроградный Меркурий, вообще, в принципе, Венера в этом апреле находится тоже в знаке Овна, и желание все потратить будет прям такое максимально. Вот это хочу, вот это хочу. Скажу вам так, не самое удачное время для покупок, только при личных указаниях в транзитах, если вы хотите что-то купить, я вам могу сказать, можно ли вам это покупать или нет. И если же говорить про общий прогноз, и с учетом того, что еще во второй половине апреля Венера будет в соединении, Венера в Овне, ретроградный Меркурий в Овне, они будут в соединении с северным кармическим узлом, и здесь, ребята, нужно быть очень аккуратны для того, чтобы тратить деньги. Тратьте по необходимости, но так, чтобы купить себе что-то большое, грандиозное, глобальное, особенно недвижимость. Я бы не сказала, что это такой очень удачный момент для апреля, но еще раз говорю, только при личных указаниях, потому что нас на планете очень много, 700-800 миллионов львов, и здесь, конечно же, понимаете, что все живут по-разному, разного воспитания, разных возрастов, и все проходят разные моменты в своей жизни, да. Те львы, особенно кто родился в начале периода, первые 5 денечков своего периода, чувствуете особую напряженность, потому что сейчас Плутон, который в январе месяце поменял знак и зашел в знак Водолея, сейчас находится во 2 градусе Водолея и делает прямую оппозицию для вас, дорогие львята. И здесь, конечно же, многие решения и многие действия вы будете совершать, скорее всего, под влиянием и под давлением, потому что Плутон, который делает оппозицию на Солнце, в прямом смысле, это всегда к росту, это всегда к сложным ситуациям, к плохим взаимоотношениям с мужчинами, с отцом, депрессивное состояние в том числе, когда ощущение, будто каток раскатывает полностью, да, то есть когда сложно держаться и трясет со всех сторон. Поэтому, да, мужчина вы или женщина, мужчинам, конечно, попроще с таким аспектом, но и у мужчин, как правило, ситуации сложнее всегда случаются, да, ну, в силу, потому что мужчины физически выносливее. У женщин, конечно же, это отношения с мужчинами, с мужьями, с отцами. Это всегда сложный такой момент. Те львы, кто родились первые 5 дней начала львовского периода. Да, дорогие, и в конце года это ситуация, которая есть сейчас в апреле, потому что осенью Плутон снова взойдет в знак Водолея и опять придет к этим же градусам, будет проходить снова по этим же градусам. Поэтому все те истории и задачи, особенно если они связаны с кармой, особенно если вы в возрасте 37, 38, 39, 40, вы их не прожили, вы их не отработали, вы не сделали выводы по этим периодам своей жизни, тогда да, тогда еще захватываем 41, 42, 43, 44, а в 44 там еще вместо Плутона, представляете, еще и оппозиция Урана.
жизнь вообще очень сильно, кардинально начнет меняться. И здесь, конечно же, просто понимайте, что эти трудности в жизни случаются не потому, что вы плохой человек. Нет, трудности у нас, у всех случаются, потому что нам нужно расти. Очень часто мне говорят, ну вот мне скоро там 40 с копейками, я уже все, дети у меня уже подросли, я уже хочу расслабиться, уже вот там вот домик себе прикупил, хочу уже как-то вот так вот почивать немножечко на лаврах, да, вот так себя хорошо чувствовать таким вот роскошным львом. Я говорю, так, подожди, какое, в 40-то только все начинается? Он говорит, в смысле 40 начинается? Я уже детей, у меня уже дети подступают, у меня уже там все хорошо, с женой все прекрасно. Я говорю, так, подожди, вот этого, вот сейчас аккуратнее. Обычно в 44, 42, 43, 44 приходят все те самые моменты, которые, если человек как-то немножко собрался залениться, то здесь и возникают и вопросики с супругами, с супругой, да. Приходит как раз-таки та оппозиция с Ураном, которая заставляет нас менять креативный подход к жизни, либо случается нечто некреативное, как правило, человек освобождается от личной жизни и начинает просто пахать вдвойне, подниматься, да. И здесь такой, понимаете, момент, что до 35 лет это наша такая астрологическая молодость, когда мы набираемся опыта, когда в нашей жизни легко, особо нет проблем. Подходя к 40 годам, этих проблем становится больше. А проблем становится больше просто для того, чтобы мы росли и решали их сами. 45 это уже тоже возраст повзрослее, когда уже должна быть такая глобальная мудрость к понятию и к принятию перемен, которые случаются, да, что все, что у тебя есть, ты просто этим гордишься и радуешься, да, потому что этого может и не быть, да, это оппозиция Урана. Здесь, конечно же, про циклы я могу говорить очень много, но все, что касается львов на этот апрель, я рассказала. В работе, если подытожить, то первая половина апреля, первая неделя, да, апреля, она наводить порядок в коридор затмений, избавляться от всего того, что вы понимаете, реально понимаете логически, что это изжило, больше я уже там не могу продвигаться, не могу в этом идти, я хочу заниматься тем, что я хочу, а для львов работа, которая идеальное положение для львов, когда их хобби перерастает в работу, когда вы занимаетесь тем, чем вы горите, когда вы прям страстно относитесь к своей работе, вы от нее прям тащитесь. И эта история истинно про львов. И здесь, конечно же, понимаете, что первая неделя, она как раз-таки в коридор затмения на вот такое серьезное подумать, да. Вторая неделя поработать. Ну и, конечно же, третья, четвертая – это разобраться в себе, в отношениях, как вы относитесь к отношениям, какие вы делаете выводы, какие вы принимаете решения. Да, ребят, скажу, что апрель будет сложный. Апрель будет сложный на принятие решений. Будет казаться, что что-то вообще происходит. И почему это происходит со мной, я не заслужил. Мы все заслуживаем определенных сложностей, потому что именно эти сложности нас поднимают. Иначе бы мы все были такие ленивые котятки, которые никто никуда не идет. Да, ребят? Поэтому собирайтесь в этот апрель, собирайте всю свою силу воли, дух, страсть, и я знаю, что у вас получится. Здесь главное не переборщить с гордыней, потому что у вас это такое, я бы сказала, это ваша такая палочка-выручалочка, ориентир по жизни, но это еще тот ваш грех, который вы не можете, да, переступить. То есть очень часто гордыня перекрывает все, и прям очень сложно сделать правильный выбор. Еще раз говорю, поступайте по справедливости, делайте те выводы, которые вы уже реально понимаете, что их надо сделать, но почему-то не делаете, да. В работе будет успешно во второй неделе апреля. В личной жизни все будет зависеть, дорогие мои, от вас, насколько закалили вы себя и свою личность, потому что оппозиция Плутона, еще раз говорю, сделана для того, чтобы вы поняли, чего вы стоите, какие трудности вы можете выдерживать, можете ли вы подняться на новый уровень в карьере и в бизнесе. Ну и, конечно же, последняя неделя апреля Плутон будет в квадратуре с Венерой. И здесь, конечно же, личная жизнь.
будет в дисбалансе, поэтому это тоже не просто так, для того, чтобы научиться наводить тот самый достойный конфликт, выводить на те самые добрые, теплые, приятные отношения, за которые хочется бороться, за которые хочется держаться, и вы понимаете, для чего вам с этим человеком идти по жизни. Дорогие мои любимые львы, я надеюсь, рассказала, было полезно и понятно. Если же у вас остались вопросы, оставляйте в комментариях под этим видео, я на них обязательно отвечу. Только, пожалуйста, с пометкой дата, время, место вашего рождения и ваш вопрос. Ребята, вас становится все больше и больше, и я впервые отвечаю на те комментарии, в которых есть все данные, поэтому если вы их не написали сразу, то, скорее всего, ваш комментарий уйдет и где-то затеряется. Ну, а самых отважных, конечно, жду на консультации, потому что на консультации всегда приходят те, кто готовы трудиться, готовы услышать про себя все эти вещи, которые тщательно скрывают сами от себя. Ну а что еще? Я как астролог обязана вам это сказать. Ребят, спасибо, что были здесь, спасибо, что досмотрели это видео до конца. В конце ролика актуальные видео, которые вы можете посмотреть, если вы их еще не видели. «Весна возможностей» — это то видео, которое выпущено на 3 месяца, и вы, посмотрев его сейчас, можете спланировать и свой май в этом году. Очень, я считаю, продуктивно. Действуйте по обстоятельствам, действуйте честно и достойно, и не пылите. Будет очень много соблазнов испортить отношения, сагрессировать, вспылить, поругаться. Не надо этого делать. Помните, все пройдет, это временно. И в мае уже будет все совершенно по-другому. Ребят, спасибо, что были здесь. Я желаю вам прекрасного месяца, сделать выводы, которые вам нужны по жизни, с которыми вам станет в каких-то местах гораздо легче и проще. Увидимся с вами в следующих роликах. Пока-пока.